Секс – это естественная часть нашей жизни, как и у любого существа, дожившего до наших дней. Наша способность к размножению сыграла решающую роль, а наши гены побуждают нас к деторождению. Но, как и со многими вещами на этой планете, это хорошо только до тех пор, пока это держится в рамках. Все знают, что пить воду крайне важно, если ты хочешь выжить. Но ты же знаешь, что произойдет, когда ты пьешь слишком много воды. Твои почки не могут избавиться от избытка воды, содержание натрия в крови резко падает. Это стадия, когда ситуация становится опасной для жизни. То же самое верно и для твоей жизни как мужчины, когда сексуальные мысли начинают захватывать твою жизнь, делая ее трудной для концентрации и выполнения простых задач. Эти мысли начинают действовать как фоновый шум, в то время как ты делаешь свои повседневные дела. Представь, какое влияние это может оказать на твою карьеру, образование, здоровье, интересы и хобби, семью и друзей, деньги и так далее. Все, что когда-либо имело значение для тебя, пойдет коту под хвост, если ты позволишь мыслям управлять тобой. Как мы всегда говорим на этом канале, если ты просто будешь пытаться не думать об этом, ты будешь всплывать в сознании чаще, чем если бы ты не пытался. Потому что именно по этой причине люди склонны больше думать о еде, когда они сидят на диете и когда пытаются бросить курить. Когда ты пытаешься убедить свой мозг, что ты не хочешь думать о сексе или порнографии, или любой другой зависимости, он еще в большем объеме будет преследовать и мучить тебя. Поэтому, возвращаясь к главному вопросу, как же ты можешь перестать думать о сексе все время, в этом видео мы рассмотрим 7 фундаментальных шагов, которые тебе нужно правильно применить и понять. Номер один. Удали весь порнографический сексуальный контент. Ты не поверишь, сколько мужчин имеют специальные флешки и файлы для своих любимых порнографических материалов. Как ты можешь преодолеть то, что ты специально носишь с собой? Если ты хочешь избавиться от порнографии раз и навсегда, она должна стать для тебя врагом. Ты не можешь победить то, что считаешь другом и носишь с собой. Начни с удаления загруженных видео, журналов, календарей или любого другого материала, связанных с порнографией. Те, кто использует веб-сайты, начните с включения родительского контроля или блокираторов, таких как Block Hero. Так что теперь ты не сможешь случайно наткнуться на откровенные материалы. Это война, которую ты должен вести. Ты можешь чувствовать себя нерешительным, чтобы установить эти механизмы безопасности в своем компьютере или телефоне, потому что какая-то твоя часть все еще хочет получать доступ к порнографии. Но, как и со всем в жизни, первый шаг может показаться самым трудным, но со временем, чем меньше твой мозг будет питаться откровенными изображениями, тем меньше он будет их требовать. Номер два. Познай свои эмоции и триггеры. Когда тебе скучно, у тебя может появляться автоматическая реакция на поиск эротического материала, чтобы занять себя. В современном мире, где люди не хотят выходить из дома, как в старые времена, развлечения приходят только в одной большой форме – в форме сексуальных мыслей. Стресс является еще одним большим триггером для таких мыслей. Поэтому, если ты хочешь избежать сексуальных мыслей, помни, что это стресс и скука, с которыми ты должен бороться каждый раз. Если тебе скучно, то найди что-нибудь, чем можно заняться немедленно, чтобы отвлечься. Но некоторые мужчины становятся настолько зависимыми, что даже не могут перестать думать об этом во время поездок в автобусе или метро. И снова, это твоя скука, потому что мозг больше не привык оставаться в покое. Если ты уважаешь себя, то сделай что-нибудь особенное во время поездки. Например, попробуй закончить домашнее задание, прочитай новую газету или просто поговори с незнакомцем. Ты можешь вмиг осознать, что чем больше усилий ты приложишь к тому, чтобы не скучать, тем быстрее ты будешь выполнять задания по расписанию. Если у тебя сильная зависимость, ты можешь сильно себя подгонять, чтобы избежать скуки, что в итоге выполнишь и завтрашнее задание по расписанию. Так что, как говорится, каждая неудача может стать замаскированным благословением. Используй это. Номер три. Общайся со своим партнером. Если у тебя есть отношения, общение является ключевым элементом здоровой сексуальной жизни. Чтобы улучшить сексуальную жизнь, обсуждай свои сексуальные мысли с партнером. Большинство женщин сегодня используют секс как оружие против мужчины. Если ты чувствуешь, что не получаешь того, чего хочешь, поговори со своим партнером. Если ты ограничиваешь свои законные желания или даже не можешь удовлетворить самые базовые потребности, они будут расти, превращаясь в фантазии. А фантазии будут разъедать тебя изнутри. Они мешают тебе жить в настоящем моменте. Номер 4. Максимально продуктивно проводи свое время. Оглянись на свои прошедшие 24 часа. Как ты провел день? Чего ты достиг и сделал за эти 24 часа? Для многих это была работа, возвращение домой, просто лежание на диване. Когда ты привыкаешь к этой рутине, лень овладевает твоей жизнью.
Подумай о своей самой рабочей части дня. Вероятно, у тебя нет времени на мысли о развлечениях. Только когда ты дома и тебе нечего делать, борьба с сексуальными мыслями становится проблемой. Так что, как и на работе, ты должен выполнять поставленные задачи. Точно так же ты должен заниматься чем-то продуктивным, когда ты дома. Твой день должен быть полон событий и занятий для размышления и отдыха. Нет ничего плохого в отдыхе, но он не должен быть слишком долгим, чтобы это не превратилось в скуку. Номер 5. Повысь уровень тестостерона. Тестостерон – это гормон, который определяет количество сексуальности в человеке. Одним из методов снижения половых гормонов в твоем теле – это правильная диета и физическая активность. Убедись, что и эстроген, и тестостерон находятся на здоровом уровне. Номер 6. Используй этот трюк. Этот трюк был в книгах еще с давних времен. Используй этот трюк как последний из запасных. Просто подумай о чем-то, что вызывает у тебя отвращение и омерзение. Этот ментальный трюк как принятие холодного душа с утра. Это недолгосрочное решение, и ты не должен полагаться на эту технику слишком часто. Используй ее только в ситуациях, когда нужно перестать думать о сексе немедленно. Номер 7. Увеличь нейропластичность мозга. Слушая любимую музыку, играя в сложные видеоигры, ты сможешь повысить нейропластичность мозга. Это означает, что они способны изменить твой разум и образ мышления. Порнография является одним из наиболее нейропластичных занятий, поэтому она вызывает зависимость очень быстро. Но музыка и видеоигры имеют такой же эффект. Используй эти два занятия в умеренных количествах, чтобы отвлечься. Если у тебя сильная зависимость, послушай меня. Человек, покоривший себя, больше, чем человек, покоривший целый город. Многие считают, что как только они женятся или у них появится партнерша, они перестанут думать о сексе, что не является истиной. На самом деле, большинство из этих людей в конечном итоге фантазируют еще больше и в итоге становятся жесткими сексуальными наркоманами. Так что начни прямо сейчас. Возьми свои мысли под контроль, чтобы завтра, когда ты проснешься, ты осознал, что сделал самый важный шаг к счастливому будущему. Чести и удачи.